Если ведете закваску и остатки после регулярных подкормок выбрасывать не хочется, этот рецепт вам пригодится. Приготовим простой и быстрый серый хлеб на остатках закваски. У него яркий, но не слишком сильный вкус, прекрасный аромат и красивый нежный мякиш. Если интересно, продолжайте смотреть. Привет, друзья! Меня зовут Галина Артеменко. Главные вопросы для тех, кто ведет закваску для выпечки хлеба в домашних условиях, это то, в какой температуре ее вести, то есть при комнатной или в холодильнике с точки зрения удобства и регулярности подкормок, а также что делать с остатками закваски. Я предпочитаю вести закваску при комнатной температуре, соответственно, остатков у меня скапливается довольно много. Выбрасывать я их не люблю, поэтому приноровилась печь совершенно потрясающий, очень вкусный и универсальный серый хлеб. Его прелесть в том, что можно использовать сразу большое количество остатков закваски, а также он готовится быстрее, чем традиционный хлеб на закваске полного цикла. Список ингредиентов сейчас доступен на экране, останавливайте видео для удобства. В этом видео я буду печь хлеб, исходя из того количества остатков закваски, которые были у меня на момент съемки ролика. Поэтому не удивляйтесь его увеличенному количеству, для вас я специально сделаю расчет на одну стандартную буханку хлеба. Ингредиенты, как обычно, в описании под роликом. Накопленные остатки закваски достаньте из холодильника и оставьте на час-полтора, чтобы они немного согрелись. Отправляйте остатки в глубокую миску и влейте воду. Перемешайте смесь, чтобы закваска смешалась с водой. Всыпьте ржаную муку и пшеничную муку. Всыпьте соль и сахар. Вместо сахара можно использовать мед. Тесто замешиваю вручную. Если у вас есть тестомес или комбайн, можно воспользоваться их помощью. Смешиваю тесто сперва до исчезновения сухих фракций муки, после чего еще минут 5-7 вымешиваю. Тесто довольно влажное и оно будет липучим, но за время вымешивания оно станет более однородным, податливым и гладким. Сразу после замешивания теста отправляю его в формы для выпечки. Я предварительно их смазала. Рецепт смазки я давала в комментариях под видео с рецептом ржаного хлеба. Так как у меня не одна стандартная буханка, а несколько маленьких, распределяю тесто по формам на весах. Так все буханочки получатся одинаковыми. Отправив тесто в форму, его нужно тщательно пригладить влажной ложкой, выровняв поверхность. Если этого не сделать, хлеб даст трещины именно в тех местах, где тесто не заглажено. Накройте формы с тестом пленкой и оставьте до увеличения объема и появления на поверхности небольшого количества пузырей. Время, которое на это уйдет, может быть разным, поэтому сбивать вас не буду. Зависит от температуры и активности закваски, от вашей муки, от температуры в помещении и даже от конкретно вашей воды. За 40 минут-час разогрейте духовку до 250 градусов. Отправляйте хлеб в духовку, температуру убавьте до 220 и пеките так 10 минут. Затем убавьте температуру до 180 градусов и пеките еще около 50 минут. Температура внутри готового хлеба должна быть 97-98 градусов. За 10 минут до конца выпечки сбрызните хлеб водой, чтобы верхушка получилась блестящей. Готовый хлеб извлеките из формы и дайте ему остыть на решетке, ничем его не накрывая. Разрезать такой хлеб нужно после полного остывания, а в идеале на следующий день. Делитесь в комментариях, если ведете закваску и куда предпочитаете девать ее остатки. Подписывайтесь на канал, если вы еще не со мной, жмите на колокольчик, ставьте лайк этому ролику, если он вам понравился. Меня зовут Галина Артеменко и это канал «Жизнь вкусная».